Путин пытается сорвать саммит мира, в НАТО хотят ударов по России, а Туск планирует открыть КПП на границе с Белоруссией. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. В Кремле мечтают об устранении Зеленского. Москва работает над тем, чтобы сорвать швейцарский саммит мира. Ни о какой заморозке войны речь не идет. Еще одна война. Северная Корея готова к конфликту в преддверии американских выборов. Что известно о планах Ким Чен Ына и Путина? У нас нет сомнений в том, что Северная Корея будет вести себя провокационно в этом году. В Польше заговорили об открытии границ с Белоруссией. Что означает шаг Варшавы и каковы последствия? Друзья, всем привет! Для нас крайне важна активность и интерес каждого из вас. Спасибо вам за лайки, комментарии, подписки, репосты. Благодаря этому наши видео в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Но не забывайте, пожалуйста, о кнопке «Спасибо» под нашим роликом. Начинаем. Российские войска продвигаются на Донбассе. Об изменениях на линии фронта сообщают мониторинговые каналы. По данным Deep State, россияне имеют некоторые успехи в районе Архангельского, Уманского и Клещеевки. Эти населенные пункты в последние дни уже не впервые оказываются в центре внимания военных аналитиков. Оккупанты, например, заявляют, что Уманское они уже полностью контролируют. Украина пока эту информацию не подтверждала. В Генштабе ВСУ сообщают о боях по многим направлениям и атаках со стороны россиян также по многим направлениям. На Харьковском направлении с начала суток противник трижды атаковал украинские подразделения. На Купинском направлении подразделения наших войск отбили уже 2 атаки противника в районе Петропавловки и Невского. Еще одно боевое столкновение продолжается. Ситуация напряженная. Наши защитники проводят мероприятия по усилению позиций переднего края обороны. Принимаются меры для стабилизации обстановки. Кремль устраивает борьбу за внимание и пытается перетянуть на свою сторону лидеров определенных стран. Издание «Политика» пишет о том, что Россия решила провести встречу на уровне министров иностранных дел БРИКС в июне 2024 года. Примерно в то же время, когда пройдет и саммит мира в Швейцарии, где собираются говорить о завершении войны в Украине на условиях Киева. Авторы издания со ссылкой на дипломатов ЕС говорят, что если Россия будет проводить встречу БРИКС, то некоторые ключевые игроки могут поехать в РФ, а не в Швейцарию. В первую очередь речь идет о представителе Китая Ван И. Проигнорирует ли КНР мирную конференцию в Швейцарии? Об этом мы поговорили с политологом Владимиром Фисенко. Участие не только Си Цзиньпина, но и министра иностранных дел Китая в саммите мира в Швейцарии не ожидалось. Китай, если будет участвовать в саммите мира в Швейцарии, то в лучшем случае в статусе наблюдателя. Это будет невысокий уровень участия. И если Китай не будет участвовать в саммите мира, даже в качестве наблюдателя, то Китай подорвет свою позицию как потенциального переговорщика, как потенциального посредника. Издание «Бильд» пишет, что Путин в целом хочет сорвать саммит мира в Швейцарии и сейчас уже приступил к реализации этого плана. С этим согласны и в Украине. Чего же на самом деле хочет Москва и что означают последние заявления Путина? Это риторика, которая должна отвлечь внимание и переключить это внимание с глобального саммита мира на российский план завершения войны в Украине. И этот план не замораживание войны, как многие считают, и об этом пишут некоторые западные издания. Ничего подобного. Ни о какой заморозке войны речь не идет. Задача Путина, и он об этом уже неоднократно говорил, в том числе за последние 1,5 месяца, это принуждение Украины к миру путем эскалации войны на российских условиях. Обращаю внимание, в Минске Путин заявил новые условия. Это фактически смена руководства Украины. Он сказал, что якобы Зеленский нелегитимен. Смешно было слышать заявление о нелегитимности Зеленского от 2 авторитарных лидеров, 2 диктаторов, которые сами не являются легитимными. Путин не хочет реального мира. Путин хочет принуждения Украины, фактически капитуляции, к миру на своих условиях. И это для нас неприемлемо. Это что касается этой игры в мир, это не более чем игра, это тактика, направленная на срыв глобального саммита мира.
США боятся начала нового военного конфликта, который может начаться по просьбе Путина. В частности, в Вашингтоне уже всерьез обсуждают то, что дружба Ким Чен Ына и российского диктатора приведет к новой войне в преддверии выборов в США. Это, в свою очередь, усилит напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как итог, военное напряжение может напрямую отразиться на рейтинге Байдена, а в Пхеньяне и Москве этого только и хотят и строят планы. NBC News называет вероятный сценарий эскалации «октябрьским сюрпризом». Тем временем представители американской разведки не знают ответа на один вопрос. У нас нет сомнений в том, что Северная Корея будет вести себя провокационно в этом году. Вопрос лишь в том, насколько эти действия приведут к эскалации. В ближайшие недели, по данным американцев, Путин отправится в гости к Ким Чен Ыну. В Кремле такую встречу подтверждали и говорили, что на данном этапе визит готовится. Тем временем на днях в КНДР побывала российская делегация во главе с членом Комитета по международным делам Григорием Рапотой. В Москве хвалились тем, что у них невероятно теплые отношения с этой страной-изгоем. Шольц не хочет и не будет принимать решения о передаче Украине дальнобойных ракет «Таурус». Немецкий канцлер называет несколько причин. Например, Шольц говорит, что украинские военные не смогут самостоятельно запрограммировать эти ракеты. Для этого необходимы немецкие специалисты. А отправить их в Украину Берлин не хочет, чтобы Германия не стала участницей конфликта. С моей точки зрения, проблематично передавать оружие, которое может бить на 500 километров и является таким точным. С точки зрения страны, которая его поставляет, было бы оправданно доставить его только в том случае, если мы самостоятельно будем определять и ставить цели. А это, опять же, невозможно, поскольку мы не хотим стать участниками этого противостояния, а хотим остаться самым большим сторонником Украины в Европе. Кстати, напомню, что несмотря на все опасения западных лидеров относительно отправки своих войск в Украину, в РФ давно считают, что воюет с войсками НАТО и западными военными. Одним из последних, кто заявил о том, что российские мужики воюют с натовскими военными, был Лавров. Ему, кстати, кажется, что ВСУ уже и наносят удары по территории России западным оружием. Но где и когда это произошло, Лавров не говорит. Они там очень долго говорили о том, что они не поощряют, потом говорили, что не разрешают, потом опять советуют не применять, но на самом деле они ведут войну против нас. И американское оружие уже использовалось по самым разным объектам за пределами зоны конфликта. Поэтому то, что американцы пытаются для своего общественного мнения или для членов НАТО какие-то успокоительные заявления делать, или показывать, что решение еще не принято, это все, по-моему, уловки. Впервые за 2,5 года полномасштабной войны западные партнеры Украины в открытую говорят о необходимости наносить удары по военным объектам на территории РФ. Конечно же, атаковать эти объекты должны ВСУ, но дальнобойным западным оружием. В этом есть определенный смысл, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг. Пришло время союзникам подумать о том, не следует ли им снять некоторые ограничения на использование оружия, пожертвованное Украине. Особенно сейчас, когда большая часть боевых действий происходит в Харьковской области, недалеко от границы. Лишение Украины возможности использовать это оружие против законных военных целей на российской территории сильно затрудняет ее самозащиту. Мы должны помнить, что это такое. Это агрессивная война России против Украины. Украина имеет право защищать себя. И это включает нанесение ударов по целям на российской территории. Кроме того, Столтенберг предупредил Кремль об ответственности. В НАТО готовы ответить Москве, если она проведет кибератаку на одну из стран НАТО, и если эта атака будет достаточно серьезной. Тогда Альянс может применить статью 5 Договора Альянса о коллективной самообороне. Серьезны ли эти намерения Североатлантического альянса и разрешат ли Украине бить западным оружием по РФ? Об этом мы также поговорили с политологом Владимиром Фисенко. Я так сдержанно оцениваю это заявление. Хорошо, что он об этом говорит. Правильно делает, что так говорит. Надо начинать эту дискуссию о том, что надо отвечать на российские атаки. Отвечать надо. Но не Столтенберг принимает такие решения. Вот у нас, может быть, не все знают. Решение о том, как применять статью 5, принимает не генсек НАТО. Генсек НАТО не более чем политический координатор. Он руководитель аппарата НАТО.
А решения принимают лидеры стран НАТО. Все больше западных политиков понимают, для того, чтобы Россия согласилась даже на прекращение огня. Что бы там ни говорил Путин, потому что сейчас это, его слова, риторика, дымовая завеса, а реально он хочет там мира на своих условиях. Но вот чтобы принудить Путина хотя бы к прекращению огня, надо, чтобы цена войны для России значительно выросла. У Лукашенко заявляют, что на территории Беларуси задержали 2 граждан Таджикистана, которые собирались устроить теракты у себя на родине. Детальной информации лукашисты не предоставляют. Например, почему вероятный криминальный дуэт оказался в Беларуси, какие теракты планировали и с какой целью, не ясно. Обычно у Лукашенко знают даже, откуда готовятся нападения и кто какой район собирается захватывать. А в этой истории полная тишина. Лишь телеграм-каналы пишут, что задержанные — это якобы члены организации, связанной с ИГИЛ, которые из Беларуси хотели попасть в Германию. В Польше заговорили о том, что могут открыть один из КПП на границе с Беларусью. Речь идет о пропускном пункте Бобровники, который считается одним из крупнейших на польско-белорусской границе. Об этом рассказал премьер-министр Дональд Туск. Он считает, что такой шаг помог бы разблокировать значительную часть польского малого и среднего бизнеса. И такой шаг — это не шаг навстречу белорусскому режиму, говорит Туск. Он также сообщает, что решение может быть принято в течение ближайших дней. Однако это решение может стать позитивным только при определенных условиях. Я сразу уточню, я не приму этого решения, если военное и пограничное командование будет иметь однозначно негативное мнение, что это может иметь массовое негативное влияние на нашу безопасность. Друзья, спасибо вам за поддержку. Вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране. Мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу и оставить свой донат, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.